Всем привет! Сегодня хотела поделиться с вами своим творчеством. Все эти прекрасные корзинки сплетены из газетных трубочек. Да, вот такой материал, такие полоски из газеты. Хочу сказать, что это творчество, чем оно мне нравится, оно не требует больших затрат. Вы можете также сплести замечательные корзины, потому что газета есть у каждого дома. Донышко я делаю иногда из обоев, то есть оклеиваю картон обоями. Обои тоже остаются от ремонта, вы можете всегда их использовать. Либо просто дно вот такое плетеное. Также я хочу сказать, что можно использовать декупаж, то есть мы берем салфетки. Сейчас в продаже есть любые салфетки, абсолютно с любым принтом. Наклеиваем. Я обожаю цветочный принт. У меня вот на многих изделиях идут и розы. И на таких изделиях я использую мелкий рисунок. И последнее изделие мое, где я добавляю ленточку, такую атласную. И эта корзинка приобретает, конечно же, такое определенное очарование. Очень красиво смотрится. Я хочу попробовать сделать поднос. Я еще этого не делала, но у меня очень большое желание. Так что давайте вместе попробуем. С вами я поделюсь, как я его буду делать. Для того, чтобы начать плести, нам нужно подготовить материал и краски. Для материала нам понадобится газета. А вернее, вот такие полоски из газеты. Я уже нарезала заранее. Полоски 7,5 сантиметров. Я хочу, чтобы они были белые. Вы можете сделать любые. Главное, чтобы они были одинакового, одного размера. Затем нам понадобится линейка, карандаш, спица, чтобы крутить трубочки, ножницы. Из материалов, что мы будем использовать? Краска, водоэмульсионка, клей Момент, строительный клей ПВА, можно любой клей ПВА обязательно, чтобы был, колер, чтобы подкрасить наши изделия. У меня красно-коричневый. И лак, акриловый лак. Я беру глянцевый, для того, чтобы покрасить изделие, и оно блестело, приобрело окончательный вид и стало более плотным в конце. Для поддона я буду использовать картон в 2 экземплярах. Обои, лист обоев. Для декупажа, если используется, мы используем салфетку с любым принтом подходящим. Я заранее отделила белую часть. Салфетка была трехслойная, нам белая часть не нужна. Нам нужна только часть с принтом. Заранее из принта я вырезала вот такие фрагменты. То есть это цветы. Вот, начнем мы с трубочек. Нам трубочки понадобятся 2 видов. Они будут сплетены под разным углом. Первые трубочки, они идут для плетения, они более мягкие. А вторые трубочки, они чуть-чуть покороче, они более жесткие. Потому что они идут на стоечке трубки, они будут оплетаться. В итоге, потому они нужны нам более плотные, чтобы изделие держало форму. Так, ну что, приступаем. Так, для начала будем плести трубки, которые идут для плетения, более мягкие. Для этого берем газету, берем спицу, ставим спицу под определенным углом. Угол должен быть небольшой. Так это должно выглядеть. Так, начинаем закручивать с одного края. Достаточно плотно фиксируем край, чтобы трубочка была одного размера. И плотно-плотно скручиваем.
В итоге, когда остается небольшой краешек, мы вытаскиваем спицу, плотно придерживая, берем клей ПВА, смазываем и плотно-плотно вот так вот приделаем. Первое время клей не сразу засыхает, поэтому не отпускаем трубочку, продолжаем ее вот так крутить. Ну, салфетка используется для того, чтобы вытереть руки или вытереть трубочку. Вот, когда мы уже видим, что она скреплена, вот она должна быть равномерная с обоих сторон. Второй вариант. Нужно на стойке. Стойки должны быть более плотные и покороче. Для этого мы меняем угол. То есть мы спицу кладем под углом 45 градусов. Начинаем точно так же, как в первом варианте. Начало будет очень плотное. Второй рукой помогаем. И точно так же приклеиваем. С материалом разобрались. Дальше нам нужно сделать донышко. Для того, чтобы сделать донышко, мы берем обои, складываем их лицевой стороной, вернее изнаночной стороной вверх, прикладываем картон и вырезаем примерно отступая 1,5 сантиметра от картона. То есть нам нужно, чтобы обои были чуть больше, чем картон. Для чего это нужно? Для того, чтобы мы могли загнуть. Сейчас вам покажу, что у меня получилось. Я заранее уже сделала донышко, чтобы вам показать. То есть получается вот так. Когда мы планируем какую-то форму, мы обязательно должны выбрать для этого основу. То есть без основы у нас не получится изделие ровно. Эта основа, она должна быть достаточно тяжелая, потому что при плетении она будет двигаться, нам нужно ее плотно зафиксировать. Вот заранее мы уже вырезали по размеру вот этой коробки и будем по ней же потом ее же будем оплетать. То есть нам нужно, чтобы наш поднос и углы ровно держал, и если не будет основы, просто изделие будет некрасивое. И еще, значит, второй момент по поводу донышка. Значит, если вы будете приклеивать клеем моментом, как вы знаете, он имеет специфический запах. Может быть, не всем это будет нравиться. Он, конечно, очень быстро склеивает поверхности. Моментально это можно за 15 минут все сделать. Вот. Если вам не нравится запах клея момента, то можно использовать клей ПВА, как я уже говорила. Этот клей, он имеет меньше запаха, но он склеивает намного дольше. Вот. Вы тогда должны будете это изделие оставить на ночь, то есть прижать, промазать обе стороны также. И обои, и картон с обоих сторон. Причем нужно проклеивать очень тщательно. Не в нескольких местах мы должны капнуть, а полностью намазать и картон, и обои, потому что точно так же и моментом, потому что у вас должно быть очень ровное дно. Дальше я хочу сказать, что чтобы вам ровно приклеить уже трубочки основы, вам нужно разметить. То есть для этого нам понадобится линейка и карандашик. Вам нужно замерить, какой у вас размер будет здесь и здесь. Вот. И на расстоянии, ну, я возьму 2 сантиметра. То есть на расстоянии примерно 2 сантиметров мне нужно будет разметку сделать. Ну и, соответственно, когда у меня разметка будет сделана, я буду также клеем моментом приклеивать все вот эти трубочки на одинаковом расстоянии. Вот сейчас мы нанесли клей момент, приклеили уже трубочки по всему периметру. Я оставила 4 трубочки, чтобы показать, как я их приклеиваю. То есть я не промазываю полностью все, а каждую трубочку отдельно. То есть я беру вот так вот. То есть у меня уже разметка есть в определенных местах. Вот. То есть я так промазываю. И трубочки у меня тоже промазываются. Вот.
Вот после того, как я их нанесла, мне нужно будет подождать, чтобы момент немножечко схватился. Вот, хотела сразу сказать, сразу же мы приклеиваем трубочки для плетения. То есть для чего мы это делаем? Для того, чтобы когда мы начали плести, у нас вот эти хвостики от трубочек для плетения, они у нас не болтались нигде. Мы их сейчас сразу просто приклеим. Ну, убьем как бы двух зайцев, чтобы нам потом не подклеивать. То есть в этих промежутках. Так, сейчас. Так. На вторую часть картона я уже нанесла момент полностью по периметру. Ну и здесь промазала в серединке, чтобы схватилось. Вот сейчас, пока у меня здесь остывает, я должна сюда тоже нанести момент. И потом мы их будем уже сразу склеивать. Как я буду делать это? То есть самое главное это пройтись по краю. Основное это пройтись по самим трубочкам, так как они у нас выступают, и по углам. То есть вот эти трубочки сами беленькие, да, где-то мы даже по ним больше вот так вот проходим. Ну тут не критично, главное, чтобы момент везде попал. С моментом можно не торопиться, потому что это такой клей, который еще схватывается. Тут до 20 минут можно где-то что-то равнять, ничего страшного. В общем, вот эти трубочки мы можем уже приклеивать. Первое, вот самое, которое у нас здесь. В общем, сначала мы приклеиваем трубочки, которыми будем плести. Они должны быть внизу. Мы их как бы прикладываем между сейчас вот эти трубочки будем накладывать вот так. А они у нас должны выходить вот так по косой. Значит, мы прижимаем плотненько. И дальше уже получается, что мы совмещаем с нашей разметкой. Тоже один раз придавили. Также берем вторую. Тоже по разметке. Придавливаем. Так, это у нас уже немножко хуже идет, потому что там трубочка. Ну, вот так ее отодвигаем. В общем-то, нам достаточно. И последняя маленькая. Тоже вот так. Теперь самое главное это ровненько совместить, чтобы уголочки были хорошо. И уже очень-очень плотно вот так вот начинаем со всей силы давить, чтобы у нас все это схватилось. В принципе, наша заготовка уже готовая. Когда она подсохнет, сейчас клей может где-то еще сыроват, мы уже будем поднимать вот эти трубочки вот так. Ну, в принципе, даже их можно уже поднимать. Вот. И ставить основу сюда, ставить коробку и начинать оплетать наш подносик. Итак, приступаем к плетению. Самая ответственная часть нашей работы. В самом начале мы должны наши трубочки-стойки поднять. Вот так вот их немножечко пройти, чтобы они лежали у нас не горизонтально, а вертикально. Немножечко их согнем по всему периметру. Вот в самом начале плетения я не ставлю коробку основу, то есть первый ряд, в принципе, она не нужна, мы ее на втором ряду уже поставим, чтобы у нас форма держала наше изделие. Вначале нам нужно просто оплести первый круг
для того, чтобы как-то зафиксировать стоечки, хотя бы чуть-чуть, чтобы они у нас держались кверху. Вот мы уже помним, что у нас выходят две основные трубки, мы их подклеили, нам так получается намного удобнее, потому что нам не нужно сейчас как-то их закреплять, сразу мы начнем плести. Вот, ну, в общем, что мы делаем в самом начале? Поднимаем две первые стоечки. Вот первая трубочка, которая была у нас подклеена, мы ее заводим за первую, на первую, за вторую. Таким образом. То есть у нас плетение называется веревочка. То есть мы оплетаем каждую стойку. Достаточно плотно мы должны это делать сразу. Так. Так, вот дошли до угловой. Ставлю вот такую деревянную шпажку. Часто я использую, если мне нужно зафиксировать. То есть вот уголочек мы будем вот с помощью деревянной шпажечки вот так фиксировать. Вот. Сразу, значит, огибаем угол. Приподнимаем, заводим вниз. Следующий идет наверх. Так. Дальше поднимаем вниз, наверх. То есть вот такое плетение у нас получается. Первый ряд плести достаточно неудобно, потому что еще стойки у нас не зафиксированы, они у нас падают. Потом в дальнейшем, когда они уже будут так вертикально стоять, будет намного удобнее. Когда наши трубочки заканчиваются, нам нужно сейчас их соединить. Вот. Когда мы будем соединять трубочки, желательно, чтобы соединение попало вот между трубочками, где они переплетаются, вот в этом месте. Ну, так просто будет менее заметно. Вот. Значит, для этого нам нужно посмотреть, вот когда трубочка до конца дошла, чтобы она была обрезана за стоечкой. Вот я одну уже обрезала сейчас. Покажу, как скрепить, потому что соединение тогда попадет вот как раз сюда. То есть мы берем, вот так ее немножечко заминаем, берем нашу следующую трубочку, выбираем, где у нее край потолще, там один потолще краешек, один потоньше. Вот, и одеваем. Так получается, что она достаточно легко будет одеваться. Вот. Ну, даже если она, конечно, чуть не попала, ничего страшного. Мы потом будем красить. Они очень плотно друг к другу заходят, если вы хорошо их скрутили. Вот. Ну, если получится на соединениях вот между, это получается самый идеальный вариант. Вот, сейчас мы попробуем на второй. То есть мы ее вот так за стоечкой под углом обрежем. Так, так это пока убираем, чтобы она нам не мешала. Можно клеем ПВА здесь капнуть. Можно. Если трубочки хорошо заходят друг на друга, то это не обязательно. Вот берем нашу трубку. И она уже достаточно хорошо входит. Вот получается достаточно плотненько. Вот это у нас совпало прямо вот посерединочке, как я говорила. Это получается самый идеальный вариант. И продолжаем дальше нашу веревочку. Здесь соединение практически не видно. Вот что у нас получается. Мы проплели 6 рядов. Наша основа стоит по размеру. Углы получились такие замечательные. За счет того, что мы поставили шпажку. Дальше, чтобы нам понять, какая у нас была высота, нам нужно приложить. Вот я прикладываю, у меня есть цветы декупажа. Я вот так вот приложу и посмотрю, сколько. Ну, примерно мне 4-5 рядов еще осталось. Вот на этом этапе, когда мы плетем, нам нужно все время поддергивать трубочки вот так вверх. То есть и уплотнять наше плетение. То есть мы его должны постоянно вот так вот прижимать, чтобы оно было плотным, чтобы между плетением не оставалось промежутков. Поэтому плетем и подтягиваем все время трубочки вверх. Вот сейчас я покажу, как это я делаю. Вот так вот. И постоянно вверх вот так протягиваю. Вообще это, конечно, надо делать прямо со второго
ряда. Особенно угол. Тоже его, хоть он у нас и зафиксирован, но мы его тоже опускаем вниз. Вот здесь тоже я прямо уплотняю каждый шаг. И еще следим, чтобы наши стоечки были ровненько друг от друга, чтобы так не получилось, что когда вы сплетете, у вас вот здесь вот образовались расстояния разные. То есть достаточно одинаковые должно быть расстояние, не зря мы размечали, вот, потому что тогда плетение будет красиво смотреться. Вот следим за стоечками обязательно, выравниваем. Вот мы сняли нашу основу, когда доплели до конца. У меня получилось, сейчас скажу сколько, 12 рядов. Я хотела сделать 10 рядов, но у меня получилось 12. Объясню почему. Значит, когда я сплела 10 рядов, я решила сделать у нашего подносика ручку. Это делается очень легко. То есть вот так вот ставятся прищепочки, 3 штучки. И точно так же оплетаются над прищепками. Это такое небольшое украшение решила добавить. Вот, проплела здесь 2 ряда. Вот. Дальше заканчиваем мы в том же самом месте, где и начинали. То есть у нас начало было, мы оплетали вот эту стоечку. Соответственно, заканчиваем, чтобы у нас было количество рядов одинаковое за вот этой. То есть вот это последнее будет у нас. Одна трубочка у нас вот здесь заканчивается, другая у нас вот здесь. Сейчас мы их будем заправлять. Когда все доплели, еще вот так прижимаем плетение, уплотняем его. Вот уже вытаскиваем шпажки. Они нам создали углы. Уголочки получились замечательные. То есть нам уже эти шпажки не нужны. Все. Так, теперь покажу, как я заправляю последние трубочки. Я их обрезала под косым углом. Так, вот первая у нас была заведена вот сюда. То есть вот так беру ножнички маленькие, отделяю и туда заправляю нашу трубочку. Первая. Сейчас покажу, как делаю вторую. То есть вот так вот приподнимаем, делаем посвободнее 2 штучки. Так как у нас уголком обрезана, она легко туда входит. И вот так помогаем ножницами. Теперь для того, чтобы нам закончить изделие, убрать наши стойки, нам нужно сделать загибку. Нам нужно эти стойки заправить. Есть много способов разных загибок. Мы достаточно простую будем использовать. Нам здесь не нужна сложная загибка, потому что у нас будет декупаж. Значит, для того, чтобы делать загибку, нам нужно увлажнить трубочки. Я уже вот здесь 5 штучек увлажнила, сделала влажными заранее, где-то минут за 5. Так, у меня такой пульверизатор. Вот. Мы берем вот так, смачиваем их. И даем 5 минут постоять. То есть они должны пропитаться. Так как я вот здесь заранее уже увлажнила, я могу начинать делать загибку. Вот. В самом начале нам нужно подложить трубочку, потому что здесь у нас будет заправляться потом. То есть мы должны сымитировать. Подкладываем трубочку. И вот так вот аккуратненько начинаем первую загибать. Все трубочки в одном направлении. Значит, наша загибка будет: сначала мы делаем вперед, потом мы вот эти трубочки будем заправлять. Сейчас я покажу, как это делается. Вот. То есть нужно, чтобы они были симметричные, чтобы красиво загибка смотрелась. Они должны все одинаково лежать, одинаково красиво. Вот. Так мы делаем по кругу. Когда мы доходим до конца, последняя у нас трубочка сюда войдет. Вернее, с той стороны она вот так зайдет. Последнюю. Вот. Когда мы ее сделаем,
дальше у нас пойдет, мы приподнимаем вот эту трубочку, и эту мы заводим сюда. То есть загибка у нас будет выглядеть вот так. Так. Под вот эту трубочку и сюда, под нее. То есть получится такая косичка. В общем, вот таким образом наша будет загибка выглядеть. Вот такая загибка у нас получилась. По-моему, смотрится превосходно. Когда мы загибали внутрь наши стоечки, получились вот такие хвостики. Вот сейчас мы их обрезать не будем, потому что если мы обрежем, они могут просто выскочить у нас. Вот. Для того, чтобы их закрепить, мы сейчас смажем все клеем ПВА, везде прольем и с этой стороны, и сверху. И на следующий день, когда эта конструкция вся просохнет, мы просто возьмем и вот так вот под корень эти трубочки обрежем. Все, их будет не видно, их скрывает загибка. Вот. И когда мы их уже обрежем, мы уже сможем приступить к процессу покраски. Итак, клей ПВА на загибке высох. Загибка стала достаточно прочная. Теперь никуда не сместится. Мы этого и добивались. Вот так выглядит трубочки после того, как стоечки после того, как мы их обрезали. Вот сейчас, может быть, покажется, что их заметно, но потом, когда мы покрасим краской, они не будут видны. Хочу сказать, что я думала обрезать их после высыхания клея на следующий день, но все же решила обрезать через час после того, как нанесла клей ПВА. Они потому что были очень мягкие. Мне показалось, что так обрезать будет удобнее. Изделие уже зафиксировалось к тому времени. Через час после нанесения я спокойно обрезала. Вот. Еще для чего я это сделала? Все же решила поставить хотя бы минут на 10 сюда основу, нашу коробку, потому что мне показалось, что углы немножечко скруглились, когда мы делали загибку, они стали чуть-чуть круглее. То есть нам нужно было вот эти углы выровнять так, как они были изначально, чтобы изделие форму держало. Поэтому я поставила сюда коробку основу, она минут 10 у меня постояла, изделие по ней сформировалось заново, и все, и я уже оставила его сушиться. Вот, и сейчас оно выглядит очень хорошо. Вот. Следующий этап — это покраска. Мне потребуется краска водоэмульсионка, вот такая у меня, такой колер красно-коричневый. Его мне нужно совсем немножечко, буквально 1 капля. У меня получился вот такой цвет. Он такой получился слегка персиковый. То есть я смешиваю водоэмульсионку и клей в пропорции 2 к 1. То есть 2 части это краска, 1 часть это клей ПВА и буквально капля колера была. Подстелим такую пленочку, потому что, возможно, краска будет протекать. И также я покрыла пленочкой наше донышко, чтобы мы тоже здесь сильно на него не накапали. Вот. Начинаем красить изнутри. В общем-то, процесс достаточно простой. То есть кисточку смачиваем и равномерно начинаем промазывать. И затем, когда все промажем изнутри, потом снаружи, ставим изделие, даем ему просохнуть. Вот. Ну, может быть, полдня оно будет просыхать. Я не знаю, краска, в общем-то, достаточно быстро, смотря какая температура в помещении. Вот, ну, где-то полдня дадим просохнуть, потом уже будем носить декупаж. Ну, пока цвет мне очень нравится, получается хорошо.
Также вот нашу загибку тоже здесь. И вот эти стойки загибки, вот они как раз краской все хорошо сейчас замажутся. И будет их не очень заметно, чего мы и добиваемся. Вот. Все, следующий этап будет декупаж. Вот так выглядит наш поднос после окрашивания. Сразу скажу, что когда я красила изделие изнутри, вот с этой стороны, у меня на лицевую часть чуть-чуть проступили небольшие капельки, вот если вам заметно, вот здесь вот немножечко погрешности. Да, когда будете красить изнутри, то с лицевой стороны следите и здесь кисточкой вот так разравнивайте, чтобы у вас такого не было. Вот, у меня техника декупаж дальше будет, и у меня эти огрехи закроются. А если у вас будет просто крашеное изделие, то вблизи, конечно, заметно. Вот это я вам говорю, чтобы вы таких ошибок не допустили. Вот, а вы, как заметили, у меня уже наклеен первый фрагмент. Сейчас я вам покажу, как я буду клеить дальше. То есть у меня такая салфеточка. Следующий фрагмент пойдет на уголочек. Здесь вот я небольшую разметочку произвела, как я буду наклеивать. Вот, берем кисточку и клей ПВА. И постепенно от центра начинаем приклеивать салфетку к основе. Так, берем от центра и равномерно размазываем клей. Как я уже и говорила, техника декупаж — это мой самый любимый процесс. Я, когда дохожу до этого процесса, с удовольствием это делаю, мне это очень нравится. Так вот аккуратненько, не торопимся, размазываем потихоньку все фрагменты. Вот что у нас получилось. То есть изделие приобретает, конечно, совсем другой вид. Смотрится замечательно. Так, сейчас мы приклеим все фрагменты. И последний этап уже будем покрывать лаком. После нанесения декупажа вот что у нас получилось. И теперь для того, чтобы изделие приобрело прочность, нам нужно покрасить его акриловым лаком. Также акриловый лак нужен для того, чтобы изделие заблестело. Когда мы делаем декупаж, очень хорошо наносить акриловый лак глянцевый. Вот. Если вы без декупажа, можно, в принципе, наносить и матовый. Вот. Акриловый лак у нас такой, я уже показывала. Для удобства наливаем его. Вот. Кисточку берем с искусственным ворсом. Достаточно грубая должна быть кисть, чтобы нам удобно было покрывать. И начинаем. Вот. Я начну с среднего рисунка. Лака не жалеем. Наносим достаточно толстым слоем. И промазываем тщательно все наши детали. Можно нанести на 2 раза. После того, как мы нанесем лак, изделие приобретет такой вид, как будто оно сплетено не из бумаги, а из ивовых веток. То есть будет достаточно прочное. Ну что, друзья, вот такой поднос у нас получился, посмотрите. Получился очень красивый, мне самой очень нравится. Такие изящные ручки, декупаж из цветов смотрится великолепно. Такое донышко. Все получилось даже намного лучше, чем я ожидала. Честно признаюсь, была некая тревожность, потому что мастер-класс я снимаю первый раз, и поэтому переживала, как все получится. Но все получилось удачно. Поднос получился очень красивый и прочный. За счет того, что мы его покрыли лаком,
небольшой момент такой скажу. Если у вас донышко из бумажных обоев, вам тоже нужно покрыть обязательно лаком. У меня флизелиновые обои, мне этого не потребовалось. Для чего мы покрываем лаком? Для того, чтобы поднос можно было протирать влажной тряпочкой, даже, может быть, сполоснуть немножко и протереть. Ничего страшного ему не будет. Имейте в виду. Что хотела сказать? Хотела поблагодарить всех за внимание, за то, что вы были со мной. Если у вас возникнут какие-то вопросы, пишите в комментариях, я постараюсь на все ответить. Друзья, не бойтесь экспериментировать, пробовать, плести. У вас тоже могут получиться такие же красивые корзинки, подносы, все, что вы захотите. Желаю вам творческих успехов и удачи!